Христианские организации со всего мира собрались, чтобы создать учебную программу для международного обучения. Цель этой программы – помочь христианам различных национальностей лучше понять свою веру и стать искренними последователями Иисуса Христа. Этот курс называется «Обзор Старого Завета». Преподает Кристофер Горнолд Смит. Урок 1. Hello, I'm very glad that today we have this opportunity to be together and look at the Bible. Я приветствую вас и очень рад, что у нас есть возможность собраться вместе и The обратиться к Bible Библии. is the Word of God. Библия – это Слово Божье. In fact, it comes from two Greek words, И оно произошло из греческих слов ta biblia, meaning the books. «та Библия», что означает «книги». This is an expression, a word that was used by the early Christians. Это выражение использовалось ранними христианами. From about 150 after Christ, Приблизительно в 150 году до новой эры. they called this book the books, ta biblia. И они назвали эту книгу «Книги», «та Библия». There are two parts in it, Две части в этой книге. the Old Testament and the New Testament. Старый Завет и Новый Завет. In the Old Testament, there are 39 books. В Старом Завете 39 книг. In the New Testament, there are 27 books. В Новом Завете 27 книг. So the Bible is a book of books. Поэтому Библия – это книга книг. One book which contains 66 books. Одна книга, в которой содержится 66 книг. Now, a Christian might ask this kind of question. И христиане могут задать следующий вопрос. I've got a New Testament. У меня есть Новый Завет. Why should I read an Old Testament? Для чего же мне читать Старый Завет? Well, if you have your Bible, Если у вас есть Библия, open it at Matthew chapter 1, verse 1, откройте Евангелие от Матфея, 1 глава, 1 стих, and you'll see exactly why. и вы увидите, почему. Look at the first verse in the New Testament. Давайте посмотрим на 1 стих в Новом Завете. This is what it says. И вот что он The говорит. book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Now, who is David? Кто такой Давид? Who is Abraham? Кто такой Авраам? The New Testament is telling us that Jesus Christ is the son of David and the son of Abraham. Новый Завет говорит нам, что Иисус Христос сын Давидов и сын Авраамов. But if we want to know who these men are, Но если же вы хотите узнать, кто эти мужи, we need to look at the Old Testament. необходимо обратиться к Старому David, Завету. we find him in 1st and 2nd Samuel. О Давиде мы можем найти в 1 и 2 книгах Царств. And Abraham, we need to go back to the book of Genesis, the first book in the Old Testament. Для того, чтобы узнать об Аврааме, нам необходимо обратиться к первым книгам Let Бытия. me quote a verse from Matthew. И если же мы прочитаем стихи из Евангелия от Матфея, Look at Matthew chapter 2, давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, глава 2, verse 6. стих 6. Let's start at verse 5. Давайте начнем с 5 стиха. They said to him, Они же In сказали Bethlehem of ему: Judea, for thus it is written by the prophet. в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Now, what's he talking about? О чем он здесь говорит? To find the meaning of it, we have to go back to the Old Testament, Для того, чтобы сделать определение, нам необходимо опять сослаться к Старому to the Завету. book of Micah, chapter 5, verse 2. Это будет книга пророка Михея, 5 глава, 2 A стих. verse written about 700 years before Jesus was born, Стих, который написан 500 лет назад, до
рождения Иисуса. prophesied exactly where the Messiah, the Christ, would be born. Пророчествуя, где точно будет рожден Мессия. The New Testament here is referring back to the Old Testament prophet. И здесь Новый Завет ссылается на времена Старого Завета. Let's Пророка stay in Михея. Matthew 2 for a moment. Давайте остановимся на второй Look главе at Евангелия verse от Матфея. 15. Давайте посмотрим на 15 стих. We read that Jesus with Mary and Joseph were in Egypt until the death of Herod. Мы читаем здесь, что Мария с Иосифом оставались в Египте до смерти Ирода, That it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt I called my son. да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Now, what does that mean? Что это значит? Again, we go back to the Old Testament. Опять-таки обращаемся к Старому Завету. Hosea chapter 11, verse 1 Осия, 11 глава, is 1 стих. referring, in fact, to the Exodus, Фактически делается ссылка к исходу, which was when the Israelites left Egypt and were freed by God, когда израильтяне оставили Египет, будучи освобожденны Богом, and bearing the promises of God, they crossed the Sinai desert into the land of Canaan. облегшись обетованиями Божьими, они прошли через пустыню Синай и вошли в обетованную And землю when Ханаан. Jesus came out of Egypt, crossed the same Sinai desert, and came into the land of Israel, И Иисус вышел из Египта, прошел через ту же самую пустыню Синай. the Holy Family was enacting on a small scale the event of the Exodus. И эта святая маленькая семья прошла тот же самый путь, который был предназначен исходом. What the writer Matthew is telling us in the New Testament То, что писатель Матфей говорит нам в Новом Завете, is that God called his people Israel out of Egypt at the time of the Exodus, это то, что Бог призвал народ, вызвал его из Египта во время исхода, and that the whole of their salvation history was leading forward to the coming of Christ. и во всей истории Он вел этот народ до пришествия Христа к спасению. And that is represented by Christ himself reenacting as a tiny baby the event of the Exodus. И это представляется самим Христом, который пришел на землю в виде младенца и олицетворяя или представляя момент So the исхода. whole of God's redemptive plan and purposes in Israel was now in that little baby. И поэтому весь этот план спасения и искупления начался и заключается в этом маленьком младенце. Let's stay in Matthew chapter 2. Давайте оставаться Look at verse Матфея 18. 2 глава. Давайте посмотрим Again, if we start from verse 17, стих 17. we find that King Herod, trying to kill Jesus, had killed the babies of Bethlehem. Мы видим, что царь Ирод, пытаясь убить Иисуса, убивает всех младенцев в Вифлееме. Verse 17. 17 стих. Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying, Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: A voice was heard in Ramah, lamentation, weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted, because they are no more. «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». This is a reference again to the Old Testament. Опять-таки, эта ссылка ведет к Старому Завету. Jeremiah chapter 31 and verse 15. Еремия, 31 глава, 15 стих. So you can see that reading through the New Testament, it refers back to the Old Testament. И мы видим, когда читаем Новый Завет, он нас ведет или ссылается к Старому Завету.
We cannot even begin in the New Testament, in Matthew chapter 1 and 2, without referring back to the Old Testament. Мы даже не можем начать читать Старый Завет с самого начала Матфея 1:1 без того, чтобы не сослаться на Старый Завет. When Jesus was in the desert being tempted by Satan, Когда Иисус, находясь в пустыне, искушался дьяволом и 3 сатаной, times Jesus said, 3 раза Иисус сказал: "It is written." «Написано». What did he mean? It is written. Что это значит «написано»? He meant it is written in the Word of God. Это значит «написано в Слове And Божьем». each time he quoted the Old Testament. И всякий раз после этого он цитировал Старый Завет. Jesus Christ regarded the Old Testament as the Word of God. Иисус Христос относился к Старому Завету как к Слову So how should Божьему. any Christian regard it? Посему каким же образом христианин относится к этому Слову? Jesus Christ regarded it as having authority. Иисус Христос относился к Старому Завету как к Слову So с should not a авторитетом. Christian do the same? Поэтому христиане должны делать то же самое. If in the New Testament you go past the Gospels Если же в Старом Завете мы пройдем евангелистов and you go on into the letters of Paul, и подойдем к посланиям апостола Павла, if you have read Romans or Galatians, если же вы читали к римлянам послание very или к often the Галатам, Apostle Paul talks about the law. апостол Павел здесь говорит о законе. What does he mean, the law? What is this law? Что он имеет в виду под законом? О чем он говорит, говоря о He законе? means the law of the Old Testament, Он имел в виду закон Старого Завета, the law of Moses, закон which Моисея, you find in Exodus and Deuteronomy. который мы находим в Исходе, во Второзаконии. Now, again, if you continue in the New Testament to the book of Hebrews, Опять-таки, если мы продолжаем в Новом Завете и подходим к посланию к евреям, it is absolutely impossible to understand that book without reading also the book of Leviticus in the Old Testament. совершенно невозможно понять послание к евреям, не читая книгу Левит в Старом The Завете. book of Hebrews talks about the Old Covenant and the New Covenant. И книга к евреям говорит об Новом Завете и о Старом Well, Завете. what is this Old Covenant? Что это значит новый или старый It's the Old Завет? Testament. Это и есть Again, старозаветные if you go to the книги. very end of the New Testament, Затем, если мы обратимся к самому концу или к In the book of Revelation, конечной книге Нового Завета, книге you will find Откровения, it's full of word pictures вы сможете увидеть очень много словесных from the описаний, book of Daniel, взятых из книги пророка from Даниила, the book of Ezekiel, книги Иезекииля and from the book of Isaiah. и из книги Исаия. All of these, of course, are in the Old Testament. Все это, конечно же, находится в Старом Завете. Now, the term, the Old Testament, Термин «Старый Завет» is a Christian description — это христианское of the описание books given by God книг, данных Богом to the Jewish people, еврейскому народу, and which are related to the Old Covenant которые относятся к Старому Завету, which God gave to Israel through Moses at Mount Sinai. который Бог дал Израилю через Моисея на горе Синай. The word covenant is a word we're going to come to later, Слово «завет». Мы обратимся к этому слову but it means a позже. special agreement which ties people together. Но он означает особый договор, который связывает людей And in вместе. the Old Covenant, God tied himself with the people of Israel. И в Старом Завете Бог как бы связал себя с израильским народом. And that covenant did achieve certain things. И с помощью этого завета было достигнуто But it was part of a нечто. process leading forward to the new covenant, И это был процесс продвижения и подвода людей к in Новому which Завету, Jesus Christ became the middleman, the mediator between God and us. в котором Иисус Христос стал посредником между Богом и нами.
And to understand both Old Testament and New Testament, И чтобы понять Старый Завет и Новый Завет, we need to understand the relationship between these two covenants. нам необходимо понять взаимоотношения между этими двумя заветами. Now, a few moments ago, I quoted references from the Old Testament that are in the New Testament. Пару минут назад я цитировал места Священного Писания из Старого Завета и из Нового Завета. The New Testament contains at least 295 separate references to the Old Testament. Новый Завет содержит, по крайней мере, 295 отдельных ссылок к Старому Завету. 224 times it is introduced by a formula of words such as "it is written" or "God says." 224 раза эти места были представлены или введены начинанием слов или формулой, такой как, например, «написано» или «так говорит Господь, Бог». And this refers to at least 278 verses from the Old Testament. Это включает, по крайней мере, 278 различных стихов, взятых из Старого In Завета. referring to these verses, И делаются ссылки к этим стихам, at least 56 times, по крайней мере, 56 раз. the writers in the New Testament refer to God as the author of those Old Testament verses. Где писатель или автор Нового Завета ссылается на Бога как на автора Старого Завета. Now, there are 41 occasions Существует 41 случай, when in the New Testament где в Старом Завете it says this, говорится следующее. quoting the Old Testament, Цитируя Старый Завет, God says, говорит Бог. not God said, Не Бог сказал, but God says. но Бог говорит. In other words, Другими the New словами, Testament writer did not regard it as something which was finished completely. Автор Нового Завета не говорит о том, как будто бы что-то совершилось в прошлом и закончилось. Not that it just was the Word of God then, but it is the Word of God now. Не просто, что это было Слово Божье тогда, но оно все еще Слово Божье в настоящее время. And that's very important for any Christian. Это очень важно для каждого христианина. Now, if you actually start reading the Old Testament, Если вы фактически начали читать Старый Завет, you'll find there's a lot of history in it. вы сможете найти очень много истории. Now, why so much history? Для чего столько много историй? Now, I believe theology is important. Я верю, что теология очень важна. I believe we need it. Я верю, мы нуждаемся в ней. But it's interesting that in the Bible, you will nowhere find a philosophical treatment of the nature of God. Но интересно то, что в Библии вы нигде не найдете философских трактатов относительно природы Божьей. Instead, you find history, whole books of it. Вместо этого вы находите историю, полную книгу истории. Why? Почему? For several reasons. По нескольким причинам. First, God does not offer himself to us just as an object of philosophical ideas. Во-первых, потому что Бог не предлагает нам самого себя как объект философских He отражений. comes to us, Он приходит к he нам, demands a response чтобы from помочь us, нам. Он требует ответа от нас. and the histories of the Old Testament И история Старого Завета are examples of how God has helped people. является примером того, как Бог помогает людям. It's an endless display Это бесконечный of ряд God in action, действий Божьих. saving, Спасение, judging, судов, intervening in the lives of people, вмешательство в жизнь людей, even determining the destinies of nations. даже определение или предопределение народов. Now, let me use a little illustration here. Позвольте мне дать вам When I иллюстрацию. got married, Когда я женился, over 27 years ago,
Это было более 27 лет тому I did назад. not get a psychologist's report on my wife. Я не получил или не затребовал психологический отчет о моей жене. I did not get a document saying she has this and this and this in her nature. И я не имел отчет от психолога, который бы говорил, у нее в ее природе есть такие вещи. We got married, Мы поженились, and over 27 years we've been together, и на протяжении 27 лет мы живем вместе, through times when life has been easy временами, когда жизнь была легкой, and times when life has been difficult. и были времена, когда жизнь была очень трудной. And through our experience of living together, И через опыт нашей совместной жизни we have really got to know one another. мы познали друг друга. Now, I think that my experience of that is far more informing than simply a medical document about my wife. Я считаю, что мой опыт наиболее информативен, чем нежели прочитать заключение врача. So what you have in the Old Testament Поэтому то, что у вас есть в Старом is not an Завете, abstract or even theological document about the nature of God. это не абстракция или же даже не теологический документ о природе Божьей. But you have the interaction of God with a man called Abraham. Но существует взаимодействие Бога с человеком по имени Авраам. You have the interaction of God with a man like Jacob. Существует взаимодействие Бога с таким человеком, как Иаков. And another man called Moses. И другой человек по имени And a Моисей. lady like Ruth. И женщина, And как so you Руф. could go on with men and women. И так продолжается с женщинами и Some of мужчинами. them rich, some of them poor. Некоторые из них были богатыми, некоторые из них Some были of them бедными. great people, some very ordinary people. Некоторые из них были необычные, выдающиеся Some were люди, некоторые kings and some обычные. were farmers. Некоторые известные, некоторые Sometimes you неизвестные. have how God interrelated with a community. Иногда мы видим, как Бог имеет отношение A family. к A обществу, village, к деревне, A к tribe. городу, к колену, a city. к whole городу, ко всему народу. And in this interaction, you see what God is like in many different kinds of situations. И в этом взаимодействии вы видите, как Бог поступает в различных ситуациях. You see the mercy of God, Вы видите милость the Божью, love of God. любовь You Божью, also see the righteousness of God вы видите праведность также Божью, and the judgment of God. суды Божьи. And from all of these experiences, a living picture is created of God. И из всего этого опыта вырисовывается живая картина. One of the great theologians of this century Один из великих теологов этого was a man called столетия, Karl Barth. Карл Барт, He said this: сказал следующее. the task of theological reflection and of preaching does not begin at all with abstract ideas, but with the reality of God's action. Задача теологического отражения и проповеди не начинается с абстрактных идей, но с реальности Божьих действий. Barth describes it like taking a film, a movie film, of a bird flying. Барт описывает это следующим образом. Если возьмем фильм «Летающие птицы», Now, 3 men take that film, 3 человека делали съемки этого фильма. and you know that a movie film is actually made of little still photographs, one after another, very quickly. И вы знаете, что движущая картина, она сделана из непосредственных рамок фотографий, которые So, you последовательно get следуют 24 одно of движение за these in 1 другим. second. И, например, за 1 секунду проходит таких 24 кадра. One man looks at the picture of the bird, Один человек смотрит на картинку летающей птицы, and he says, look, the wings are up. и говорит: послушай, крылья находятся в верхнем положении. A bird flies with its wings up. И поэтому птица летает в положении крыльев, находящихся вверху. Another man looks at the picture, Другой человек посмотрел на картину
And it's at the end of the wing stroke of the bird. Это в конце взмаха крыльями птицы. And he says the bird flies with its wings down. И он говорит, нет, птица летает в положении крыльев внизу. No, says the third man, you're both wrong. Третий человек говорит, нет, и вы оба не правы. He looks at another picture, Он посмотрел на and the другую bird картину, has its wings out sideways. когда эта птица в сторону распростерла крылья. He says a bird does not move its wings up or down, they're only sideways. Он говорит, что птица не поднимает, не движет крыльями ни вверх, ни вниз, а только в стороны. Of course, they're all right and they're all wrong. Конечно же, они все правы, и все они не правы. If you really want to see how a bird flies, Если же вы поистине хотите увидеть полет птицы, you must look at all of the pictures together as a movie. нужно посмотреть на все эти кадры вместе, как на движущийся фильм. And you see that the bird is moving its wings up and sideways and down and back again. И тогда вы увидите, что крылья птицы движутся вверх, в стороны и вниз. And that's what you find as you read through the Old Testament. И вот точно такую же картину вы находите, когда вы читаете Старый Завет. You see God moving through the lives of hundreds of people. Вы увидите, что Бог действует через жизни сотни You людей, see God различных in людей. many kinds of different situations. И Он действует в различных And ситуациях. God does not change. Бог не изменяется. But you see that He will do one thing in one situation and another in another. Но вы увидите, что Он делает одно в одной ситуации и другое в другой ситуации. You can take verses out of the Bible which show the God of the Old Testament as being always full of judgment. Вы можете найти места Священного Писания, стихи, где Бог в Старом Завете был Богом судов. But you can take others which show Him always as a God of forgiveness and mercy. Но вы можете найти другие места, где Бог показан как Бог прощения. The truth is in both. Истина находится в том и в другом Now, случае. there's another reason why history is very important. Есть еще другой пример, который показывает на то, что история очень Have you важна. ever met a person who had the medical condition of amnesia, of complete forgetfulness? Вы когда-нибудь встречались с человеком, который страдает амнезией, то есть полным провалом памяти? Sometimes a person will be in an accident Иногда это случается, когда человек попал в and they'll аварию, get a knock on the head, или же у него сильный удар and this в person doesn't know голову. who he is. И этот человек совершенно даже не знает, кто он есть. He doesn't recognize people. Он не узнает людей, He's forgotten who are his friends. он забыл своих друзей, He does not know where he lives. он не знает, где он живет, He does not know his own name. он не знает своего He собственного does not know who имени, his parents were. он не знает, кто были его He родители, has forgotten everything. он забыл совершенно все. And that's very sad. Очень печальная It's картина, very tragic. очень трагичная Now, картина. a people together without history are like a man who's lost his memory. И люди, собравшиеся вместе без истории, это люди, которые находятся в провале памяти. And if we regard ourselves as New Testament Christians, И мы относим себя к новозаветним христианам. we must have the memories of the Old Testament. И у нас должна быть память о Старом Завете. The New Testament, in some ways, is already in the Old Testament. И Новый Завет некоторым образом уже находится в Старом Завете. Promises of a Redeemer who would come, Обетование Искупителя, который должен прийти. the forgiveness of sins, Прощение грехов. the creating of a people for God. Творение людей для So Бога. we can say the New Testament is in the Old, but concealed. И Новый Завет находится в Старом Завете, но как бы запечатлен, запечатан. The Old Testament is in the New Testament revealed. Старый Завет находится как бы в Новом Завете, но открытый. What we are today is a result of what happened yesterday. То, что мы находимся, то, что мы испытываем сегодня, это результат того, что мы What себя we представляли do вчера. today will shape tomorrow. То, что сегодня делает Бог, потрясет завтрашний день.
So you can see there are reasons why there is history in the Old Testament. И поэтому вы можете увидеть причину, для чего нужна история или дана история в Старом In fact, Завете. the Old Testament includes several different kinds of literature. Более того, Старый Завет заключает в себе различного рода литературу. We call these kinds or genres of literature. Мы называем это различные жанры литературы. History we've referred to, Об истории мы уже говорили. but also poetry Также поэзия, and wisdom literature литература мудрости and prophecy. и пророчество. And you look through the Bible and you see all these different kinds of writings. Когда вы просмотрите Библию, вы увидите различные And they're жанры. all so different. Они настолько How отличаются can друг we от make друга. sense of them? Каким же образом можно найти здравый смысл во And всем этом? yet, through all of it, there's a sense of unity. И все же во всем этом есть чувство единства. The Bible does not have uniformity, В Библии нет равномерности, but it does have unity, но существует единство, organic unity. органическое единство. If you look at a flower, Если мы посмотрим на цветок, you have leaves, в нем есть you листья, have a stem, есть стебель, and you have the flower with its petals. и существует цветок с лепестками. But it's not three different plants, it's one plant. Но это не три различных цветка, это один цветок. It has organic unity, Существует органическое единство, but it is diverse. It does not have uniformity. но в нем нет And однообразия, under the ground, there are roots as well. а в земле находятся корни также. And so it's the same in the Old Testament. То же самое и в Старом Завете. There is a unity that runs right through it and through the New Testament. Существует единство, которое проходит через него и проходит прямо через Новый Завет. But it's not uniformity. Но не однообразие. Now, another thing to look at with the Old Testament is the way it uses language. И еще другая вещь есть в Новом Завете – это язык, который используется в нем. We ourselves use language in very different ways at times. Мы иногда используем язык различными путями. We must be careful in the way we interpret the Bible. Мы должны быть очень осторожны, истолковывая Библию. If I make some kind of a statement, Если же я делаю какое-либо заявление, somebody could go outside and repeat that, кто-нибудь может пойти и повторить его, and they might say, И может- Christopher said this. и может сказать, Кристофор сказал следующее. But they would take it out of context. Но они тогда возьмут его из контекста. They would make me mean something which is not what I really meant to say. Они могут сделать так, что я как будто бы имел что-то в виду не то, что я хотел Words сказать. must be looked at in context. На слова нужно смотреть в контексте. So, I mean, take the New Testament. Возьмем Новый Завет. The devil comes to Jesus and says, Дьявол подходит к Иисусу и говорит, now, if you then quote the words of the devil если вы процитируете слова дьявола, without saying it is the devil who is tempting Christ, не говоря о том, что это дьявол, который искушал and say, Христа, the Bible says, and then quote from Satan, Библия говорит, и затем использует цитаты, которые произнес сатана. you've made it mean the very opposite of what it's saying. Вы можете сделать совершенно другое, принести противоположное значение того, о чем оно фактически So говорит. if you see a verse, you must put it in its context. Поэтому, если вы видите стих, вы должны его поставить в контексте. First, in the chapter. В начале главы. But that's not enough. Но этого недостаточно. Because in the Old Testament, in the book of Job, Потому что в Старом Завете, в книге Иова, some of the people who were arguing against Job некоторые люди, которые спорили выступая против Иова, made very long speeches делая очень длинные речи, which last for several chapters. которые проходили на протяжении нескольких глав. And later, God contradicts them. И затем Бог противопоставляет их. So you've got to look at the chapter in the context of the whole book. И вы должны смотреть на главу в контексте всей книги.
And that's not enough. И этого еще You've got to недостаточно. look at the whole book in the context of the historical background. Иногда необходимо посмотреть на всю книгу в контексте всей истории. And the historical background in terms of its culture. А исторические историю в контексте всей культуры. And then you've got to look at the literary genre or literary type. А затем нужно обратиться к конкретному литературному жанру. Because in poetry, I may make statements which are not scientific. Потому что в поэзии я могу сделать заявление не научного характера. I may say the sun rises and goes up. Я могу сказать, что солнце восходит и движется There's nothing вверх. wrong with saying that. А ничего нету в But a этом scientist will tell you that the странного. earth is actually turning around. The sun has not moved. А ученые скажут, нет, солнце не движется, это Земля движется вокруг своей It оси. depends how we are using language. Все зависит от того, как мы пользуемся языком. And that's what we must look at in the Old Testament. И как раз на это мы должны обратить внимание в Старом Завете. We must ask two questions when we read the Old Testament. Мы должны задать два вопроса себе, когда читаем Старый Завет. First, what did it say to the people when it was written? Первое, о чем она говорит, или что она говорит людям в тот момент, к людям, когда это было написано. And then secondly, what does it say to us now? И во-вторых, о чем она говорит к нам сейчас. I think it's important in this series of talks on the Old Testament Я думаю, что очень важно сейчас в серии наших лекций о Старом Завете to just say a little bit about what we are talking about and what we're not talking about. сказать немного о том, о чем мы говорим, и о том, о чем мы не говорим. Some of the aspects of the Old Testament we might deal with in university. С некоторыми аспектами Старого Завета мы будем иметь дело в равномерном In смысле. seminary or in Bible college И это делается в семинариях или же в are библейских колледжах. not going to be included in what I'm saying. И они не будут включаться в то, о чем я здесь говорю. Now, that does not mean that these questions are not important. Это не значит, что эти вопросы не важны. In fact, that many of those questions are very important, Более того, некоторые из этих вещей или вопросов очень важны. but they're not the purpose of this series of talks. Но они не являются целью наших рассуждений. Just let me give an example here. Позвольте мне проиллюстрировать примером In здесь. the matter of the authorship of the books, who wrote them? Что касается авторства, кто написал книги? In the case of the book of Amos, В случае книги we Амос read in chapter 1, verse 1, about how the book was written. мы читаем в первой главе, в первом стихе, как была написана эта книга. It says this. И здесь говорится Words of следующее. Amos, who was among the sheep breeders of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake. Слова Амоса, одного из пастухов фиокийских, которого он слышал в видении об Израиле в дни Озии, царя Иудейского, и в дни Иоравама, сына Иассафа, царя Израильского, за 2 года перед землетрясением. So, that's fairly easy to date. И это очень легко определить относительно даты. It It's during the reign of King Jeroboam II of Israel, Это во времена царствования царя Иудейского Иоравама, and he reigned from about 793 to 753 before Christ. и он правил приблизительно в годах 793-753 до новой эры. So, we know who wrote the book of Amos and when. И поэтому мы знаем, кто написал пророка Амоса книгу и когда написали ее. But if you look at the book of Psalms, Но если же мы посмотрим на книгу псалмов, it's much more complicated. здесь положение намного Some of сложнее. the Psalms were written by David. Некоторые из псалмов написаны Давидом, Others were written by Asaph. другие написаны Асафом.
Others were written by a group of people called the Sons of Korah. Другие были написаны группой людей, называемыми And сыновьями so on and on with Корея. other writers. А другие были написаны другими Now, писателями. at some time, these psalms were collected. А другие были просто собранием сочинений. But they existed separately before they were collected. И они существовали ранее, собранными. And first they were brought together into 5 small books. И потом они были собраны вместе в 5 небольших книг. 5 books of Psalms. 5 книг псалмов. And then these 5 were brought together into one book. Затем эти 5 были собраны в одну книгу. Now, if you look at the book of Proverbs, you see the same kind of a thing. Если вы посмотрите на книгу притчи, вы увидите то же самое. Different proverbs were written by different people at different times and then brought together. Различные притчи были написаны в различное время различными людьми, и они были собраны вместе. Again, if you look in the book of Joshua, Опять-таки, если вы посмотрите на книгу Иисуса Навина, in Joshua chapter 10, verses 12 and 13, в 10 главе, в стихах 12 и 13, there's a short poem. здесь короткая поэма. Then it says, Затем говорится, is not this written in the book of Jasher? разве это не написано в книге Джаша? What's the book of Jasher? Что такое книга Джаша? I don't know. Я не знаю. Nobody knows. Никто не знает. It was obviously an early Israelite book of poems. Очевидно, это была ранняя книга поэм в Израиле. We don't have that book today. У нас сегодня нет этой книги. Does that mean part of the Bible has been lost? Значит ли это, что часть книги была потеряна, Библии потеряна? No, it doesn't mean that. Нет, это не означает этого. It simply means Это попросту that when означает, Joshua was written, that book was known. что когда книга Иисуса Навина была написана, об этой книге знали. And the short poem, which we have in Joshua 10, И короткая поэма, которая записана в книге Иисуса Навина в 10 was a главе, well-known saying to the Israelites. есть очень хорошо известное высказывание, известное для Израиля. Now, there's a parallel to that in the New Testament. Существует и параллель об этом в Новом Завете. Several times the Apostle Paul in the New Testament quotes Greek poets. Несколько раз апостол Павел в своих посланиях цитирует греческих поэтов. Now, does that mean we've lost part of the New Testament? Значит ли это, что мы потеряли часть Нового Завета? No. Нет. Those Greek poets never were in the New Testament. Эти греческие поэты никогда не были в Новом Завете. Paul just quoted from some well-known books of his time. Павел просто цитировал их из некоторых хорошо известных книг своего времени. And that was the case with Joshua and the book of Jasher. И та же самая история с Иисусом Навиным и книга Джаша. The Bible was part of a culture, Библия была частью культуры. and we expect to hear about the culture they lived in. И мы, конечно же, ожидаем услышать нечто о той культуре, в которой они жили. Now, when we come to the first 5 books of the Old Testament, the Pentateuch, Когда же мы приступаем к изучению пятикнижья, первых 5 книг Старого Завета, there is a lot of discussion about when it was written and who wrote it. существует очень много различных рассуждений и дискуссий о том, кто их написал и когда их написали. These are discussions which we're not going to go into in detail now. И мы не будем в деталях вникать в эти рассуждения сейчас. This is not the time and place for that kind of discussion. А для этого не будет совсем на месте и не будет правильное время для Also, этого. in our limited time together, И поскольку у нас время we ограничено will с not вами, be able to look at every book in the Old Testament. мы не сможем вникнуть в каждую книгу Старого Завета. It's just not possible in the time. Просто этого невозможно сделать. The Old Testament is like a palace with many rooms. Вы знаете, Старый Завет — это как дворец, в котором много комнат. And we don't have time to explore all of the rooms. И у нас нет времени изучить или But войти what в we каждую can do is комнату. get inside the building. Но что мы можем сделать? Мы можем войти в здание. And I hope to give you a few keys, Я надеюсь дать вам несколько ключей. and you can use these to
unlock the doors and then take your time to explore what's in the rooms. И вы сможете тогда в свое собственное время войти в эти комнаты и изучить их, и узнать, что в этих комнатах находится. So, we are not trying to create a deep academic introduction to every book. И поэтому мы не пытаемся здесь создать очень глубокое академическое вступление для We're каждой just going to книги. get our toes wet. Мы просто, как говорят, просто попытаемся немного намочить If наши you want ноги. to have a swim, you'll have to do that for yourself later. Если же вы хотите плавать, вам необходимо это сделать в свое время. Let me say a little bit about the order of the Old Testament books. Позвольте мне сказать нечто о порядке книг Старого Завета. The order that we have of the books in the Old Testament Порядок, который представлен пред нами книг Старого Завета, is taken from a Latin translation of the Bible called the Latin Vulgate. взят из латинского перевода Библии, который называется латинским вульгейтом. That, in turn, followed a Greek translation of the Old Testament. Который, в свою очередь, исходит из греческого перевода Старого Завета. That Greek translation of the Old Testament, which existed at the time of Jesus, Этот греческий перевод Старого Завета, который существовал во времена Иисуса, we call the Septuagint. мы называем септуагентом. So the Septuagint means the Greek version of the Old Testament. Поэтому септуагент называется греческой версией Старого Завета. So it was written actually in Hebrew Он написан фактически на еврейском, and parts in Aramaic, часть на арамейском. and then it was translated into Greek, Затем был переведен на греческий, and then into Latin, затем на латинский, and now it's in many, many languages. а сейчас на многие-многие But we языки. still have the Hebrew version to go back to. Но все же нам необходимо возвращаться к древнееврейскому, к древнееврейской версии. Now, let's look at the order of the books as we have them. Давайте посмотрим на порядок книг, как он представлен пред нами. First comes the Pentateuch. Первое — это Пятикнижье. That means simply 5 scrolls. Это фактически означает 5 The различных 5 books of Moses. книг Моисея. Genesis, Бытие, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Бытие, Исход, Левит, Числа, Now, Второзаконие. the name of each book gives the idea of its theme. Название каждой книги дает нам представление о теме этих книг. After the Pentateuch, we have the historical books. После Пятикнижья пред нами предстают исторические Joshua, книги. Judges, Ruth, Иисуса Навина, First and Second Судьи, Samuel, Руфь, Первое, Второе First царство, and Second Kings, Третье и Четвертое царство, First and Second Chronicles, Первое, Второе Паралипоменон, Ezra, Ездра, Nehemiah, Неемия and Esther. и Исфирь. And all of these give history. И все эти книги дают нам или Then описывают follow нам the историю. prophets. Затем идут пророки. And we divide these into what we call the major or larger prophets and the minor or smaller prophets. И мы подразделяем их на больших пророков и малых пророков. Now, the major prophets, Большие пророки, Isaiah, Исаия, Jeremiah. и The Еремия, book of Lamentations is at the end of Jeremiah. плач Еремия в конце Еремия, Then Ezekiel and Daniel. Иезекииль, Даниила. Then, when we Lamentations, by the way, is just added because to Jeremiah because he wrote it. He's associated with the book. Книга «Плач Еремия» попросту добавлена к пророку Еремию, как дополнительная книга. Then we have the minor prophets: Затем идут пророки малые. Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Осия, Иаиля, Амоса, Авдия, Ионна, Михея, Наума, Аввакума, Сафония, Агея, Захарии и Малахии. And then, in the middle of all of that, we've also got some poetic books. Затем среди них у нас есть поэтические книги. And the poetic books were from many different periods of history. И поэтические книги включают многие периоды истории.
So we put those after the historical books and before the prophets. И затем мы поставили их после исторических книг, но перед пророками. So, and in there you have Psalms and Proverbs, the wisdom literature, Job, Ecclesiastes. И затем в эти книги входят псалмы, притчи, книга Иова, книги Соломона. So we have history, poetry, and prophecy. И поэтому у нас есть история, поэзия и пророчество. Now, the Hebrew arrangement is rather different from that. Но еврейская организация или порядок книг немножко отличается. There we have the law, the Torah, В нем там в начале это закон, Тора, prophets, including what are called the former and the latter prophets, пророков включает, значит, пророки прошлые или поздние пророки, and the writings. и также включает в себя Писание. Now, that Hebrew arrangement was the version that was used by Jesus himself. Эта организация еврейских книг была той, которой пользовался сам Иисус. And we're going to look in our next time together И в следующий раз мы вникнем вместе at the Old Testament as Jesus used it. в тот Старый Завет, которым пользовался Иисус. And some of the references in the Gospel of Luke И некоторые места, записанные в Евангелии от Луки, to how Jesus quoted the Old Testament, они вмещают в себя, как Иисус цитировал места Старого Завета. И они тогда только понимаются. if we know how the Jewish people had the order of the books, slightly different from ours. Если мы имеем в виду то, что порядок написания книг в Старом Завете отличался от нашего порядка. The same books, Те же самые книги. no extra books, Не добавлены никакие none of them книги. taken away, И ничего не было but a different изъято, order. но только иной порядок. And Jesus used that order. И Иисус пользовался этим порядком. And that's what we're going to look at next time. И в следующий раз мы вникнем в это. Thank you very much, and God bless you. Благодарю вас, и пусть Господь благословит вас.